Ну все, мы проснулись. Выезжаем в аэропорт Улан-Удэ, Байкал, чтобы перелететь на остров Ольхон. Заказываем такси быстренько. Такси отсюда стоит будет где-то примерно 450-500 рублей. Ехать сейчас около 20 минут. Ну что, всем еще раз доброе утро. Доброе. Мы добрались до аэропорта. За 20 минут, в принципе, на такси быстренько долетели. Такси вышло дешевле, чем 500 рублей, я вам говорил. 340 рублей получилась поездка, да, ехали, как говорит, 20 минут. Все, отсюда мы сейчас уже идем, в принципе, на рейс мы уже зарегистрировались. Сдаем наш багаж, так называемый. Вот, и вылетаем. Вон там наша стойка регистрации. Сила. Фузиль. Вылет 8:20. Как говорил, мы летим на небольшом самолетике Л-410, турболет. Вот такая эта штука. Ну вот сели в самолет. Л-410, турболет, легкий самолет двухмоторный. Не знаю. Посмотрим, как это будет в полете. Скорость, пилот сказал, будет 300 км в час. Максимальную скорость эти самолеты развивают 400 км в час. Максимальная высота полета около 4 километров, 4000. Ой, до 4 километров. Дальность полета в районе 1500. Как сказал, легкий самолет двухмоторный. Предназначен, соответственно, для таких не приспособленных условий коротких взлетно-посадочных полос. Для грунтовки, травы, приземления там на снег и прочее. Прибыли в аэропорт Хужир. Местность Харанцы называется это. До Хужира 10 километров. Классно. Здесь температура теплее, чем в Улан-Удэ. Минус 13. Вид уже, не знаю, покажу сначала самолет, на который мы прилетели. Вот. Турболет Л-410. Единственное, то, что, конечно, закладывает в нем сильно уши. Но сам полет, скажем так, был замечательный. Виды шикарные. Пролететь на нем точно стоит. Ребят, тем более билет. Нам он вышел на одного человека 1035 рублей. Вот такая классная техника. Вот это место ожидания в аэропорту. Здесь, если сюда приезжать будете, холодно не будет. Вот такой тут купол. Это зона ожидания. Сюда можно зайти и спокойно тут погреться. Здесь люди как раз ожидают свой вылет. Мы прилетели, а они сейчас будут улетать. Отсюда вид. Так что не замерзнете, приехав заранее. Спокойно здесь посидите, согреетесь. Как я уже сказал, стоимость билета из Улан-Удэ сюда, вот нам обошелся билет 1035 рублей на человека. 40 минут полета. Прикольных, красивых видов. Да, единственное, закладывает уши. Ну, мотор достаточно сильно у самолета работает, но, конечно,
очень красиво. Летом, наверное, красивее еще там, блин, в 1000 раз. Так что однозначно стоит попробовать перелететь такой аттракцион, блин, за копейки, по сути, относительно. Вот. Где еще полетаешь на таком самолетике достаточно так низко и за такие деньги. Плюс еще один плюс перед поездкой через Иркутск. Если вы едете через Иркутск, это машинами, переправами, будет работать переправа, там зимой не будет, как в этом году, что до сих пор там открыть не могут, пользоваться хивусами и прочим. 5-6 часов езды, ну, не знаю, целый день терять на дорогу смысла, на мой взгляд, нет. Вот, может быть интересно, но точно это не мое. А вот самолетик, турболетик самый прикольный. Ну, мы потихонечку выдвигаемся. Сейчас решили позавтракать. Здесь в Харанцах есть кафе «Удача», про которое отзывы достаточно неплохие. Вот. Сейчас зайдем туда, позавтракаем. И будем как-то искать, как добираться нам до Хужира. Потому что, как сказал, здесь 10 километров. Яндекс.Такси здесь не работает, но должны местные люди, кто ездит типа такси, возить. Вот. Ну, в любом случае, сейчас чуть позже расскажу, как у нас что получилось. Ребят, короче, случилась какая-то лажа. Зимой вообще кафе не работает. Не удалось нам попробовать местных вкусных бус. Вот, так что имейте в виду, в зимний период сюда даже не шагайте. Ну, тратить на это время смысла нет. Ой, ребят, мы уже дошли практически до мыса Харанцы. Здесь по дороге мумуки попадаются, коровы. Кстати, они здесь прикольные в этом регионе, такие мохнатые, утепленные. Вот. В принципе, вот идти сюда от аэропорта, ну, где-то не спеша, мы идем минут 10. Ой, наша нога ступила на озеро Байкал в районе поселка Харанцы. Мы с Харанцы, мы на него идем. Вот, поднялись на остров Харанцы. Сюда не все туристы поднимаются. Но если у вас время есть, подняться стоит. Вид красивый. Вот такой вот шикарный вид. Вот, ребят, здесь есть несколько таких гротов прикольных, в которые можно залезть, сделать офигенские фото, видео. Но единственное, людей много, все мешаются, все что-то говорят. Вот. Попытаемся сейчас что-то снять. Вот такой вот вид наверху. Я не знаю, красотища. Вот это просто природная красота. Все, сейчас сделаем пару фоток и идем дальше. Надо как-то по очереди это все снимать, проходить. Блин, красота. Блин, глаз просто радуется. Не знаю, что вы увидите, ребят, на камеру. Надеюсь, что-то увидите из этого. Потихонечку будем выползать. Кстати, вот транспорт стоит тоже на таком здесь возит. Это не основной транспорт, он подороже стоит. На огромных колесах. С ним народ весь фоткается. Обычные, вот в принципе стандартные УАЗики. УАЗики, газели. Это обычно стандартный транспорт здесь, который туристов возит. Вот насколько мы посмотрели, экскурсии стоят на человека, ну, примерно вот на этих УАЗиках в районе 2000 рублей. Ну, что в одну сторону на один день, что в другую сторону ехать. Вот. На таких машинках, конечно, это стоит чуть дороже будет. Вот такая вот махина. Вот. Ну, в принципе, в интернете все цены найти. Я думаю, это не проблема. Посмотреть на хибусах. Также экскурсии на воздушной подушке, но я не уверен, что вот в такую зиму она нужна.
Вот в такому льду. Смысла переплачивать за него просто нет. Вот. Подошли еще к очередному месту. Такой голубой лед. Не знаю, передаст камера или нет. Да, и сейчас вот через очки смотрю. Через очки он смотрится еще круче. Неестественно, так, как будто его подкрасили. Непонятно, почему такой цвет. Шикарно. Блин, казалось бы, просто лед, просто водоем. Но нет, очень круто. Реально круто. Еще одно место, остров Франции, для фото и видео. Вот так. Вот еще один гротик, но он маленький. Я туда не пролезу. А ты пролезешь, наверное. Давай. Запустим туда самого маленького. Давай пятачок. Давай, шапку. Не знаю, я не уверен. Капюшон тогда одень. Надень. Запускаем в пещеру пятачка. Ну, там пару фоток и видео на телефон сделаешь, потом мне покажешь. Вот. Пятачок скрылся в пещере. Уже не видно ни ног, ни рук. Пятачок. Вот так. Винни туда не пролезет, поэтому Винни остается наслаждаться здесь видами. Покажу. Вон какой вид. Бомбический. Красота. Возвращение пятачка. Ну, пятачок выполз, аккуратней спину, голову, все. Нормалды. Ну и как там? Прикольно. Она вот туда уходит, и вот это все оттуда со стороны прям голубой-голубой внизу. Круто. Наверное, стоит туда попасть. Там трещина прям вот. Непух решил пролезть в щель. Пятачок мне машет ручкой. Да, вот отсюда показалась щель, да. Вот такая. Я не успел еще залезть. А здесь вид вообще просто шикарный, блин, ребята. Бля, охренеть. Да, места здесь внутри больше. Я сюда пролез, блин, со своими, блин, 120 килограмм. Офигеть. Не знаю, подсвечивается лед. Кажется, как будто такая голубая подсветка. Вот камеру передают, видно. Блин, обалденно. Вид, конечно, шикарный просто. Крутяк. И вот такой вот маленький проход туда для выползания. Ну а теперь Винни-Пух будет вылазить. Просить будет помощь пятачка. Вот. Так что я полез, буду вылазить уже вперед руками. Удастся снять, нет, не знаю. В общем, полезли. Если передам камеру пятачку. О, пятачок, спасай. Блин. Все, Винни-Пух вылез. Вот еще одно место. Тоже красивейшее. Выглядит вот так. Уже можно сделать прикольные фото. Лед, конечно, какой-то шикарный просто здесь. Он необычный. Красота. Папарацци сейчас меня сфоткает. И мы продолжим дальше снимать. Ребят, решил попить из Байкала. Вот здесь трещина. К ней можно прислониться.
попробовать попить воды. Блин, вода холодная, но вкусная. Класс. С острова Хранцы мы решили пойти пешком до Хужира по льду. Вот, что-то так подумали здесь. Решили попробовать, да, пройти. Вроде он недалеко, вон там виднеется шаманка эта, скала. Вот, попробуем дойти. Получится, не получится, не знаем. Вот, в общем, выдвигаемся. Кстати, еще такой момент. Мы здесь были где-то, ну, 10:30, наверное. Вот, болтали здесь времени больше часа. И вот сейчас вы можете наблюдать, уже вот в этой части, время 12 часов, людей нет никого. Ну и уже полчаса назад люди начали отсюда потихоньку уезжать, видимо, на дальнейшие точки. Так что, если хотите сделать фотографии отдельно, так, людей, чтобы поменьше было, они здесь будут все равно. Вот. Сюда либо надо чуть попозже приезжать, либо чуть пораньше. Решили засечь время просто. Ну, скорее всего, мы будем где-то останавливаться, фотки делать, возможно, видео, потому что все красиво. Вот. В общем, отправились мы, если время округлить, в 12:10. Посмотрим, за сколько мы дойдем. Вот, напоминаю, нам идти. Вот, не знаю, видно, не видно. Вон туда. Час 15 у нас занял наш путь до скалы Шаманки и мыса Бурхан. Вот мыс Бурхан и скала Шаманка. Здесь у поселка Хужир точно так же, если на берег выйти, тоже есть вот такие наплески. Прикольные, красивые, залипательные. Можно походить, пофоткаться. Вот. Также здесь открывается выставка ледяных скульптур. Она здесь проходит, я так понял, ежегодно. Вот. Но в этом году она отличается тем, что все вот эти фигурки, которые будут вырезаны, они будут вырезаны из местного льда, непосредственно здесь добытого. Вот. Соответственно, как все эти техники вырезания называются. Вот. Мне это не столько важно. Но если кому-то интересно, то вы можете почитать. Вот. Мы уже одним глазком забегаем вперед перед открытием, потому что скульптуры уже некоторые готовы. Они здесь стоят. Сейчас снимем немножко. Что здесь есть? Вот какая-то арочка. Ее поставили. Только сейчас еще делают. Получается, еще лестница рабочая стоит. Я так понимаю, фигурки вот уже частично. Вот какой-то рогатый дракон. Не знаю, кто это сделал, но это точно рукотворное. Да, дракон. Вот он. Вот его тело. Вот, ребята, видно чуть подальше, когда отойдешь. Вот как раз вот этими техниками решили. Дракон, змея. Видимо, в этом году вот это вот такой вот идет его тело, в хвост уходит. А мы идем дальше. Там еще уже видно несколько фигурок. Но те немножко другие, те отличаются. Если это прям, как сказать, прям в скале сделано, в наплесках, то здесь это уже вырезано из кусков льда. Какие-то волки, собаки. И, кстати, ну сейчас, видимо, пока работать не будет, а 13 числа, скорее всего, это заработает. Они будут подсвечиваться. Вот. Помимо волков, собак, здесь сделано кресло-сова трон северный. Наверху грибы, здесь еще какая-то экспозиция. Вот, кстати, сделать прикольно фотографии. Ой, еще чья-то морда при входе в грот. Такая непонятная животное. Ручки. Ой, там
Очень клево. Выглядит, конечно, очень круто. Вот, не знаю, что это за животное такое. Глаза. Грибы ледяные. Вот сверху они еще. Здесь рука. Я ее не заметил, как ходил. Вот, прям пальцы, ногти. Ага. Да, и здесь какой-то персонаж. Какой-то вот как раз, которого растут грибы. Круто смотрится, конечно, очень круто. Ребята молодцы, постарались. И самое интересное, что изначально не очень очевидно, что когда подходишь или отходишь наоборот дальше, сразу становится все видно. Ну а здесь это, наверное, мечта какого-то архитектора, наверное, он делал какой-то космический город. Как это называется у архитекторов, я не знаю. Макет города. Постройки. Видимый мост. Даже есть лодка, корабль. Вот такая красота. Следующая фигура. Русалка. Детально проработано. Очень здорово. Такое у нее лицо. Прямо здесь рядом она как бы нависает над таким гротом. Здесь башня. И внутри в гроте корабли. Круто выглядит, конечно. Очень здорово. За мной очередная фигура. Тоже непонятно, то ли какая-то девочка, укрывшаяся, ну, ребенок. И рядом такая пасть, то ли дракона, аллигатор дракона, наверное, больше. Интересно смотрится, здорово. Наверху шаман изо льда. Шаманка. Очень прикольно. Интересно проработано, сделано. Вот, да, здесь помимо шамана еще лицо какое-то вырезанное. Бомбически смотрится. Вот, ребят, доехали. Добрались, точнее, мы до Хужира. Заселились. База отдыха Оазис называется. Вот такой вид. Это уже от нашего номера. Снимем вам сейчас номер. Стол, стулья, кровати. Смотримся, кстати, как по ощущениям, да, неплохие. Вот, полочки. Санузел вот такой, он совмещенный, но достаточно большой. Все есть, фен, зубные щетки, душевая кабина. Ну, все очень, очень прилично. Вот. Номер здесь стоит 5000 рублей в сутки. Что он там на улице? Да, важный момент по поводу, кстати, цен примерно одинаковые. Да, отзывы читали, что за эти же деньги людям сдают санузлом, который на улице. Ну, летом-то еще, наверное, можно как-то пережить, а вот зимой, мне кажется, это не очень решение такое. И 5000 уж без санузла или с каким-то общим санузлом, это, ну, на мой взгляд, это как-то необоснованно дорого. Вот, так что смотрите, читайте отзывы об отелях, гостевых домах, там, базах отдыха, куда будете заселяться, потому что на самом деле это очень важно. Вот конкретно в данном месте санузел внутри номера. Нам это было важно, поэтому, да, был выбран этот вариант.
Ну, а мы вышли погулять по Хужиру. Это центральная улица, Байкальская. Вот здесь такой памятник. Магазин, супермаркет, кафешки. Если кто-то приедет, здесь можно самостоятельно оформить разрешение на посещение парка. Вот. Ну, в данном случае зимой в две стороны направления. Север 300 рублей стоит, юг 160 рублей стоит. Магазин «Ориентир», где оформляют, здесь универмаг хороший. Вот. Белое здание, там автобус, кафе стоит. Не знаю, будет оно там стоять или нет. Вот так вот выглядит улица. А вам нужен адрес, получается, вот это Байкальская 50. И вот Байкальская 50, вы сюда приходите, здесь такие богатыри деревянные стоят, вот, соответственно. И вот здесь вот это здание, регистрация, вы можете оформить, в принципе, себе вот это разрешение на посещение. Вот график работы вот нарисован, вот я его сниму. Вот такой. Ну и, соответственно, вот тарифы примерно, я вам их рассказал. И вот, в принципе, этот тариф вы можете заплатить разово 300 и 160 рублей и 7 дней, условно говоря, в парке находиться, спокойно по парку передвигаться, на экскурсии ездить. Вот. Ну, условно говоря, кто-то приезжает, может быть, на долгое время с палатками, кто-то несколько экскурсий там берет. Вот. Так что имейте это в виду. Вот. Ну, либо можно, когда вы берете экскурсию, уже непосредственно оплачивать людям с тем, с кем вы едете. Там каждодневно. В общем, решайте сами. Вот мы идем потихонечку по Хужиру гуляем. Вот. Попадается опять же также много сувенирных магазинчиков. Но сейчас они закрыты, ну как условно. Написано открыто, надо звонить, чтобы кто-то пришел. Вот, летом, я думаю, здесь открыто все и работает лучше. Ну, вот, везде вывески, экскурсии, прогулки, прочее. Вот. А мы потихонечку уже подходим к кафешке. Вот, называется кафе «Умулевая бочка». Вот, мы сделали заказ в «Умулевой бочке». Ну, в принципе, цены здесь достаточно, на мой взгляд, приемлемые. Вот. Мы заказали себе уху, загудай, заказали позы мясные, морс ягодный, чай зеленый, ну, самый обычный. И, соответственно, еще рыбу по-альфонски. Рыба вся, что в супе, что в загудае, что по-альфонски. Все нам сказали, что это умр. Вот сейчас будем пробовать, вот так это все выглядит. Ну да, такой вид столовский, но прикольный. Вот такой кусок в супе пробовали. Ну, соответственно, пробуем. Попробую рыбу, скажи мне, что там у нас как рыба. Ты речную рыбу особо не ешь? Горячая, да? Пахнет речка. Ну, вообще так вот. Вкусно? Ну да. Ну, я тоже попробую. Кусочек оторву. Не, вкусно. Все ради контента. Сейчас попробую в себя запихнуть кусочек рыбки. Горячо. Но реально вкусно. Вот называется, сейчас вот почитаю в чеке еще раз, рыба по-альфонски. Реально вкусное блюдо. Сейчас попробую загудай. Вот как он у нас выглядит. Ну, черного хлебушка, которого нет. Да, вот черного хлебушка в наличии нет. Наверное, без хлебушка придется. Сейчас попробую кусочек. Слабосоленая рыбка. Да. Кто вообще любит соленую рыбку, тому точно зайдет. Очень вкусно. Ну, попробую уху.
Ушица. Вкусно. Ну, однозначно вкусно, но еда такая, скажем так, она более приближенная к столовой, ну, не ресторанная, но вкусная. Там как быстро принесли блюдо, прям еду подогрели просто. Ну, полчаса их делают, а вот это принесли буквально через 5 да, вот, соответственно, ну, все это уже готово, это все подогревается, но готовят это здесь все сами. Вот, позы, сказали, будут готовить полчаса, что их придется подождать полчаса. Вот, принесли позы. Сейчас я их буду пробовать. Они, кстати, горячие. И здесь я прям чувствую сок внутри. Должны быть сочные. Сейчас попробую съесть и не обляпаться. Съесть по правилам. Все равно обляпался. Но сок внутри вкусный, она реально сочная. Горячо. Внутри рубленое мясо. Но рублено достаточно мелко, похоже на такой фарш. Но все-таки рубленое. И, кстати, это реально самая вкусная поза бузы, которую я пробовал за все это время. Все, ребят, буду доедать. Вот так это у нас получилось. В принципе, цены все видно. Так, мы покушали. Вот. Но, учитывая, что мы не ели с утра, я бы не назвал это плотно, но все равно достаточно хорошо. В видео я уже показал, что мы кушали. Но я хочу еще раз на это место обратить внимание. Мы немного пробовали пост-буз, там, условно говоря, уже несколько раз пробовали, и, скажем так, они нам не зашли. Вот. Но вот в этом месте, вот лично нам, вот реально называется «Омулевая бочка» кафе. Позы просто были самые вкусные. Вот после этого места я им даю второй шанс. Я их буду пробовать еще где-нибудь, а может быть приду сюда за ними. Но здесь их готовят ожидание. Вот у нас было, нам сказали сразу полчаса. Плюс мы потом уточнили, оказалось, что они их делают сами изначально. Лепят сами, да. Вот. Так что, а есть где-то в кафешках, где уже покупают других, из других мест привозят, вот, соответственно, а эти люди делают сами. Не знаю, в данном случае это сыграло на вкус или нет, я думаю, что отчасти, конечно, да, отчасти нет, но вот именно вкусовые характеристики, ну, я не знаю, я после этого кафе, я вам говорю, я даю позам второй шанс. Ребят, чуть-чуть не успели на закат, но мы здесь несколько дней. Мы обязательно придем. Вот здесь такие местные столбы с нерпой. Солнце садится. Вид, конечно, очень шикарный. Люди сюда, туристов, привезли в машинах. Вот кто-то сам пришел, как мы. Народу много на закат желающих посмотреть. Вот такая красота. И мы бежим на мыс Бурхан. Вот, ну мы дошли еще до одного места на мысе Бурхан. Вот это 13 столбов с РГ. В принципе, всю информацию про них вы можете почитать сами. Потому что, опять же, информация немножко разнится. Вот. Изначально говорят, что эти столбы, в принципе, для того, чтобы к ним привязывать лошадей. Вот. Веревочки, которые увязаны на них, разный цвет, имеет свое значение. Это какое-то прошение, скажем так. То есть желание на что-то. Люди приезжают, загадывают какие-то желания, просят и вешают эти веревочки. Ну, это насколько я себе представляю. И в двух словах так подчеркнул информацию. Ну, мы идем, продолжаем гулять. Вот. Групп туристов здесь много, людей много. Вот. Вот. Немножко внизу, конечно, низкие облака.
Закат яркий, красочный не получился. Может быть, в другой раз будет лучше. Чего морда такая довольная? Успела на закат, а ты нет. Ну да. Вы видели, как мы типа Я успела. успели на закат. У меня есть Да, есть фотографии подтверждающие, но за километр от того места, где мы должны были быть. Но мы сюда еще придем и обязательно сделаем фото. Мыс Бурхан, скала Шаманка. Местные гиды говорят, что здесь надо смотреть глазами, наслаждаться глазами, не делать фото, просто запоминать, оставлять в памяти. Дошли еще до одного кафе, Далай называется. Сейчас попробуем в него зайти. Народу там очень много в кафе сидит. Вот. Как там будет происходить обслуживание, не знаю. Вот. Насколько они долго будут готовить. Вот. Также на Яндексе нашли данную кафешку. Неплохой рейтинг от Яндекса. Все, мы в кафе. Сделали заказ. Снимаю для вас меню. Можете увеличить, поставить на паузу, посмотреть цены. Цены средние, я бы сказал. Вот. Наш заказ получился на 1430. Мы заказали 4 штучки бузы, дамбар, чай, морс и цуйлан. Вот. Дамбар — это потрошки говяжьи, суп с чесноком и с картофелем. Цуйлан мы уже пробовали, это макароны жареные с говядиной. Но сейчас будем пробовать здесь. Вот. Ждем, когда принесут нашу еду. Народа здесь очень много. Сейчас вечер. Соответственно, все туристы, многие, пришли в это кафе. Вот, да, ну и чай мы заказали необычный. Называется он Нагон Сай. Вот. Ну, посмотрим. Это какой-то зеленый плиточный чай с молоком и солью. Будем пробовать. В общем, посмотрим, что это такое. Ждем наше блюдо. Нам принесли наш заказ. Это цуйлан. Это дамбар. Чай морс. И ждем еще бузы. Так, пробуем цуйлан. Ну что? Как он относительно того, что мы уже пробовали? Примерно так. Понятно, да, цуйлан не наша тема. Жареный лагман повкуснее. Лапша жестковатая. Ну, лапша мясо. И мясо жестковатое. Ну, вот, ребят, ну, значит, цуйлан все-таки в итоге не наша тема. Видимо, мы больше брать его не будем. Плюс островатая в данном случае. Сейчас попробую я. А у меня попробуешь? Да. Ну, свое попробуешь. Ну, привередливый человек просто. Говядина мягкая достаточно. Пробуем лапшу. Ребят, не слушайте предыдущий отзыв. Сколько людей, столько и мнений. Мне блюдо отличное. Говядина мягкая. Макароны вкусные. Кстати, вкуснее, чем мы ели первый раз, который я брал, я заказывать не стал. Эти вкусные, но островато. Вот. Ну а теперь пробую свое. Потрошка. Картофан вкусный. Кусочек, что съел, не знаю, вкусный. Вот этот кусочек печени, по-моему. Вот это блюдо вкусное. Можно брать, смело пробовать. Ну, идем дальше нашу еду. Что, даже тебе понравилось? Вот.
Вот это что-то. Блюдо из пирожков понравилось даже тому, кто его не ест. Снимай. Следующее блюдо в меню – бузы, которым мы дали второй шанс после умульной бочки. Сейчас будем пробовать тут. Здесь не так много жидкости внутри. Мясо просто фарш. Ну, просто фарш. То есть не рубленое. Ну, скажем так, съедобно. Но то, что мы были в умульной бочке, там, конечно, гораздо круче. Здесь тоже можно есть, но там они гораздо лучше. В принципе, есть что-то вкусненького съесть, ну, по крайней мере, на наш вкус. Что от себя порекомендую попробовать мясоедам, как минимум. Это дамбар. Блюдо из потрошков говяжьих. И, соответственно, здесь можно, в принципе, ну, отведать бузы. Они вполне себе съедобные относительно, конечно, того же улан-удэ. Ну, эти я бы, если бы зашел второй раз, я бы тоже, в принципе, взял. Вот. Чай. Да, ну и можете попробовать местный чай с солью и с молоком. Не местный, он бурятский. Это по вашему усмотрению. Вот, по поводу все-таки буз-поз, если вот конкретно хотите попробовать что-то, как сказать-то, более вкусное, вот именно точно вкусное, то это все-таки умулевая бочка. По-моему, так этот ресторан называется, в любом случае он видео будет. Вот там пока что самые вкусные бузы, которые были, которые мы пробовали. Вот. Ну а мы уже идем в магазин и идем в номер. Надо готовиться ко сну. И завтра едем на экскурсию. На нашу первую здесь. По планам у нас мы распланировали, что в ближайшие 3 дня первый день экскурсия, второй день рыбалка и третий день тоже экскурсия. Вот, соответственно, ну, все покажем.